Всем привет! В этом видео я хочу рассказать про самодельный аккумулятор типа Makita с минимальными затратами и простой конструкцией. Для изготовления потребуется 3D принтер. Я решил разработать эту конструкцию, так как готовые комплекты для сборки на AliExpress стоят недешево и часто не имеют балансира. Готовые батареи Makita на AliExpress тоже не дешевые и часто имеют низкое качество. Для печати я использовал PETG пластик, потому что он крепкий и устойчивый к солнцу. Конструкция состоит всего из 4 частей. Это крышка батареи. Это корпус батареи с ребрами жесткости для повышения прочности. Отверстия для вентиляции я не делал, так как без вентилятора они малоэффективны. Еще две детали – это держатели для аккумуляторов. При печати установлено низкое качество для уменьшения времени печати. Аккумуляторы я заказал с AliExpress. По описанию они высокотойковые. Предварительно разбил пары по емкости и внутреннему сопротивлению. Все аккумуляторы установлены. Предварительная примерка. Вроде бы все нормально. Так как контактной сварки у меня нет, я спаял сборку 100-ваттным паяльником. Провод использовал сечением 1,5 мм. Применил недорогую и популярную плату BMS 5S. Обзоры на нее есть на YouTube. Вот описание этой платы у одного из продавцов на AliExpress. Подключил по схеме на 60 ампер. Вот эта схема. Топовые ремиксы. Плата BMS установлена, даже что-то балансирует. Хотя все батареи были заряжены перед сборкой. Теперь надо изготовить контакты батареи. Я использовал медный лист толщиной 1 мм. Распечатал трафарет, приклеил его. Вырезал ножницами, просверлил дырку. Подогнул, установил. Можно прикручивать. Прикручивается обычными саморезами. Теперь надо припаять крышку.
Устанавливаю сборку в корпус. Разъем для зарядки тоже заказан с AliExpress. Стоят они очень дешево. Резьба-то на нем слабая, поэтому разъем приклеен суперклеем. Крышка припаяна, можно делать окончательную сборку. Еще раз все проверяю. Крышка прикручивается обычными саморезами. Все, батарея собрана и готова к применению. Теперь проверю батарею на болгарке Drill Pro. Она тоже заказана с AliExpress. Все в порядке, батарея работает. Для зарядки я использую вот такой зарядник на 21 вольт. Ссылка есть в описании к видео. Теперь небольшой тест батареи и болгарки. И вполне бодренько. Болгарка неплохая, но работает ощутимо громче, чем сетевые болгарки. И довольно тяжелая. Также на 3D принтере довольно легко изготавливать адаптеры на другие виды разъемов. Вот этот адаптер я сделал для цепной пилы, также заказанный с AliExpress. Комплектные батареи у этой пилы тоже не отличаются высоким качеством. С такой батареей пила работает ощутимо бодрее и дольше.
Спасибо за просмотр. Всем всего наилучшего.